Министр юстиции Александр Тенаси объявил, что намерен подать в отставку после того, как был обнародован его телефонный разговор с Вячеславом Платоном, осужденным за банковское мошенничество. По словам Тенаси, он стал министром юстиции, чтобы продвигать реформы в области правосудия, а не для того, чтобы стать избирательной мишенью, и не предполагал вмешиваться в политическую деятельность. Это в духе европейских ценностей, чтобы любая государственная должность основывалась в первую очередь на общественном доверии. А когда доверие подвергается сомнению, даже по необоснованным причинам, любая инициатива, какой бы хорошей она ни была, не приведет к нужному результату. В этой связи я пришел к выводу, что самым подходящим решением в данной ситуации будет в ближайшие дни подать в отставку с поста министра юстиции, завершив таким образом государственную карьеру, написал Тенаси. Он поблагодарил премьер-министра Павла Филиппа за оказанное доверие и своих коллег в правительстве, с которыми он хорошо сотрудничал на благо людей Республики Молдова. На днях появилась запись телефонного разговора бизнесмена Вячеслава Платона и Александра Тенаси, занимающего на тот момент пост председателя Конституционного суда. В беседе они подтвердили участие в краже миллиарда бывшего главы Нацбанка Дарины Драгусану и ряда видных политиков. После обнародования телефонного звонка Тенаси написал: «Я не могу быть уверен в подлинности этой записи, потому что разговор проходил несколько лет назад, и я не придал ему большого значения. По сути, содержание разговора в той части, которая касается меня, не раскрывает ничего интересного, как и факт существования самой беседы». Александр Тенаси стал министром юстиции 10 января 2018 года. Его кандидатуру выдвинула Демократическая партия Молдовы. Представители ДПМ сообщили, что вопрос об отставке министра юстиции будет рассмотрен на еженедельном заседании партии во вторник. После обнародования телефонного разговора с критикой на министра обрушилась лидер ПДС Майя Санду. Она назвала лицемерными слова Тенаси о том, что он пришел в министерство, чтобы защитить граждан от незаконных прослушек, лишения собственности и несправедливых арестов. В то же время лидер партии «Платформа достоинства и правда» Андрей Нестаси утверждает, что отставки министра юстиции недостаточно. По его словам, в нормальном государстве с независимым правосудием за ней должно последовать уголовное преследование. Прокомментировал записи и депутат партии социалистов Республики Молдова Богдан Цирдя. Он затоптал Конституцию Республики Молдова, отменил молдавский язык, подготовил базу для отмены нейтралитета, лишил президента многих полномочий. Сей гражданин поставил декларацию о независимости выше Конституции, чем подорвал основу молдавской государственности. Он же подготовил юридические аспекты легализации унионистских партий. Этот же страж закона дружил со многими олигархами, мило обсуждал с ними кражу миллиарда. «Что тут скажешь?» – написал депутат.